Когда играешь против него, он очень сильно бесит. Не донерфили очень её полезно, просто. да. Слишком сильная все равно. Просто бежит тебе на лицо. И ему очень сложно что-то противопоставить. Нет, слов не надо. Нет, я кричу. Настолько его не берут, что даже Да, настолько мы не частая помним, вещь. да. Да. Она будет вот тебя раздражать. Это будет вообще сказка, а не раунд. Да. Нифига не сказал. Ничего себе. Нифига себе. Ну что, всем привет, вы на канале Virtus.pro, и сегодня мы будем делать долгожданный контент по Rainbow Six Siege, и сегодня мы с Пашком разберем с вами тир-лист лучших оперативников, и это однозначно заслуживает вашего лайка и подписки на этот канал. Ну что, приступим? По порядку пойдем или в этот? Да давай по порядку пойдем. Короче, Эйс. Ну я считаю, что любой пропил вообще не ниже Б. Был один разумный человек, который сказал, что Ace ACOG это лучший ган в игре. Не, ну это, я думаю, только у нас в команде такой. Так нет, так фишка много... в том, что просто у тебя ган очень строгий. Не, вообще, если так задуматься, и Эйс, и Хибана, и Термит как будто А. Ну, типа, они друг друга все заменяют на всех картах. Ну, Эйса в А, потому что у него нет флешек. Но, тем не менее, у него лучше ганы, чем у Хибана и Термита 100%. Намного лучше ган. Я бы их всех в А засунул, короче, без раздумий, потому что у Термита ган говно, флешки есть, распил хороший. У Хибаны флешки есть, ган говно. Распил дерьмо абсолютно. Распил дерьмо, но люки-то она единственная пилит в игре, поэтому я считаю... Ну, она единственная пилит 3-4 люка. Ее заменяет любой чел с очками. Так очки тогда, если берешь, то у тебя нет флешек. А у нее есть флешки. Тоже верно, конечно. Ну давай. А. Я думаю, ва... Алиби. Бесполезная фигня, полная. Ну, ган офигенный. Все, ну, это единственное преимущество. Ну, Д. Не настолько крутой ган. Ну что это? Какая-нибудь имба, какой-то. Я думаю, Д. Она вообще Д как будто для меня. Ну, 100%. Да. Тут могу согласиться. Амару, опять же, ситуативный перс для фаст-врывов, каких-то фаст-пушей, очень сильный шотган. Есть флешки. Очень такой ситуативный перс. Я бы всех ситуативных в Б пихал. Я бы в С Амару засунул. С? Я бы разделил посильнее в этот раз категории. Для фастпуша, если честно, есть на самом деле и получше персы. Это просто такое на неожиданности больше что-то поймать, сделать. Внимание, развернуть чела на себя. Да, потому что очень много звука создает, очень много начинается флуда. Я бы в С засунул. Ну, давай так. Ну, я бы Б. Аруния. Аруния... Ну, вообще, она очень сильная на бордюре. Она очень сильная на картах, где у тебя просто гигантские длинные углы. Пиксели какие-то. Тоже. Ну да, типа вот Ская, вот это ну, вот. Короче, да, на драконе сел, пробил стену. У него единственная ДМР-ка такая крутая в защите? Ну и у Туборга. Ну у него патронов меньше. Ну у Туборга слабее ДМР-ка, чем у меня, согласен. Да. Ну как будто она Б. Я бы в Б, да, соглашусь с тобой. Мы сегодня даже без споров как-то идем. Что спорить? Надо... Мы не выспались, нафиг спорить. Аша для меня А. Да, 100%. Согласен. Тоже более-менее хорошая пушка. Единственный, кто миру контрит. Да, не единственный. Ну, Кали это не герой. Это D-тир. Это F-тир. Хорошая пушка. Хороший скилл. Хорошие пробивные чарджи. Вот если бы ей еще вернули флешки, как в 2000... Это все сразу канцером покроется просто. Не, это был бы... Я бы в S ее каждый раз пихал. А потом в защите бы сидел в в молочке. Азами для меня S-тир. Слишком имбовый оперативник. Во-первых, очень много создает... Не донерфили. Очень много пространства создает. Даже то, что сделали, то, что можно ломать камни пушкой, все равно очень сложно против нее играть. Потому что, опять же, когда у тебя фокус на камень, ты стреляешь по камню, человек видит трассера, выходит по этим трассерам префайером и убивает тебя. Соответственно, ты фрикил, ты стоишь, не меняешь позицию, ломаешь камень, тратишь время. Да. Поэтому S не донерфили. Очень полезно, да. Слишком сильная все равно. Вам поставили бомбу. Во-первых, вообще в радуге сложно ретейкать. Но если у вас живая осталась Азами, у нее есть камни, ты можешь залепить вертикалку, залепить какие-то углы, залепить двери, окна и спокойно раздефать бомбу вообще ни о чем не задумываясь. Да. Ты будешь в преимуществе лютом. Бандит. Ну что, А? Бандит, Каид А. Тоже согласен. Не так много трикающих оперативников в защите. Хороший ган, колючка, сишка. Да, у него очень много полезных ютилити. 3 скорости. Все. Нечего больше про него рассказывать. Не дотягивает ДС, но в целом такой хороший, стабильный оперативник. Да, это важный герой для всяких страт. ББ. Д, ну это так, чисто для людей. Ну, в компетитиве точно Д. Знаешь, я рассказываю про Блэкбирда, я играл Faceit.
против меня чел, я вышел на камни, на шале, на спаунпик Кинейна в окно, я думал, я его перестреляю, не перестрелял, он меня тапнул, я на экстраум взял ББ и перестрелял его, потому что у меня щит. Ну вот вот только ради этого я можно про это и брать. говорю, то, что в компетитиве он как будто бы бесполезный, есть гораздо больше оперативников, у которых есть более полезные девайсы какие-то для команды и так далее. Можно более практично это использовать. А так это обуза для тебя становится, это просто человек, который... Висит, он не двигается Нет, особо. которого еще и сам оперативник форсит постреляться, потому Да. что у тебя окно на голове. А я не скажу, что оно как-то сложно ломается. Оно вообще Особенно легко. на лане, оно разлетается вот так просто, там сколько, 150 кп да, или меньше? Там уже делать? 75 или 50 Короче, вообще, хп. говно. Да, говно Да. полное. Блиц. А-тир. И Очень- только потому, что баф щитовиков. Он Очень до этого полезный вообще фигня был При полная. фастпушах очень полезный вообще, чтобы внести какой-то раздор в команду на последних секундах. Даже если вы медленно заняли карту, у вас там осталось 30 секунд до конца раунда, Блиц куда-нибудь падает, вообще неважно куда, и просто бежит тебе на лицо. И ему очень сложно что-то противопоставить, потому что у него, во-первых, в упоре флешка, во-вторых, если он сядет, ты его не сможешь по ногам прострелить, потому что великие разработчики решили так Великий хитбокс вообще. сделать. Вот. И щитовиков сейчас очень сильно бафнули, хотя и говорили, что их хотят понерфить. А сейчас вообще, ну, я не знаю, вот раньше ты очень много мог фришных, вот бесплатных шотов дать челу, потом там по раскрывается ногам, на по монтажнике. локтям, по рукам. Да. А сейчас ты просто, даже не можешь наказать вот это чудище, которое на тебя просто идет. Еще сейчас сделали эту анимацию очень великую, когда человек на щитовике ложится, у него щит убирается за спину, он ложится очень быстро и может по тебе уже от бедра стрелять. Короче, это еще давно уже было. Ну да, Короче, ужас. Блиц очень мерзкий. браво. Б, и что вообще? Но она полезная на определенных картах. Да. В этом ее минус. Вот я и говорил, что всех ситуативных надо впихать в Б, ее не запихаешь в каждый пик, но она полезна против всяких маэстро, эхо, каких-то... Если очень много против тебя буллетпруфов берут. У тебя есть просто карты, где слишком много инфы Да. вокруг сайта или в сайту. Надо все это ломать. Вальками, А проще всего ломать всякие, да. это не когда ты лицом торгуешь, кидаешь чарш, а когда ты дрончиком упал, там аккуратненько хоп-хоп, хакнул, все, до свидуля. Потом еще можно маэстро камеры повертеть, доставать и так далее. Ну, браво, имба, Бак. но Б. Я бы в А, бака. Ну, короче, вот бак — это та вертикалка, которую ты можешь делать дистанционно, и тебя не взорвут сразу сишкой. Бак — это... Он круто роум клирит, он как по круто мне, хорошая заходит по пуля. дрону, Да. он на энтри. Вот если у тебя команда хорошо дронит, ты можешь куда-нибудь залетать и становиться в тех позициях, в которых тебя не ждут. Потому что очень много людей, когда роумят, не ожидают, что сейчас откроется софт-стена. Нифига я сказал. Ничего себе. Нифига себе. Со-стена откроется, и оттуда вылезет баг. То есть, на самом деле, это неожиданный такой мув, который... человек смотрит на дрона себе под ноги, а у него уже соседняя стенка открывается, и его баг просто изничтожает. Хорошую вертикалку делает. Крутой энтри, Короче, хороший ган. полезный, и очки есть, и флешки Да, есть. да. Круто все. Вот он именно вот правильный энтри. Он был, он получается сейчас, как я на пару патчей назад, потому что у него есть флешки, она может идти. Ну, опять же, с точки зрения энтри, это немножко будет некомфортно, если он умрет на той Не, карте, ну, где нужна Да вертикалка. просто на некоторых мапах ты вынужден идти на вертикалке Нет, делать энтри. это согласен. Типа Потому что просто- ты вынужден рисковать, потому что по-другому как будто и не выбить. Да. Только вместе. Капитал А-тир, либо С-тир. Да, очень сильный. я согласен с А, как будто бы ДС не дотягивает, но Ну на да. самом деле очень Он много ДС не зонит. дотягивает из-за того, что сложно реализовать иногда некоторые сайты. Да. Есть простые согласен. точки, где ты кинул 2 болта, фри, вообще без Очень вопросов. много, получается, зонит оперативников вражеских, то, что ты раскинул все везде, и ты можешь себе и смоком что-то заблочить, вижен, если Вардена Можешь не... прокинуть смоком в майке. Да. Я вот, если честно... Ну, смоки обычно смок- так и Да, я юзаю, смок чтобы никогда не бывает юзаю такое. как смок, потому что Варден всегда в пике. Да. А прокинуть в майку на какой-нибудь дальняк, вот ты во фризер заходишь, у тебя там по стирке глубоко щит, буллетпруф. Вот если смоком ты вот удобно Вардена прокинуть. убил, то это будет вообще сказка, а не раунд, Да. потому что ты сможешь и огнем отзонить людей, и еще и смоком. То есть очень мало Да. позиций останется, которых тебе нужно будет контролировать в атаке, и получится легкий раунд. А вот вообще такое ощущение, что в компете нереально 5-5 заплентить без капитала. Потому что он настолько сильно зонит, то, что у тебя люди даже не появятся в позициях каких-то, как будто без него вообще no chance. Ну, без Castle. него и без грима. Castle Б. Нет, С вообще юзались. Не, вот для меня Отвратительный я поставлю его только в Б, Почему? из-за того, что мы его сами не особо используем, А ты но считаешь, когда он- играешь против него,
он очень сильно бесит. Особенно на картах по типу кафе, Бордер, бордюр. скорее, да. Что там еще? На кафе уже не бесит, но вот на бордере бесит пипец. Ну ладно, на кафе там нет особо полезных кассовок каких-то. Они все дефолтные слишком. Ну и, во-первых, легко сломать, потому что у тебя есть бричи, они на окнах Да, стоят а обычно. на бордюре вот это Вот духота. бордер. Ладно, согласен. Просто у тебя Единственная ставят- карта, где душный кассел, это Тебе можно бордер. поставить просто 3 касселки на лонгу. Ну, там в теории это возможно. Как минимум на кухне у тебя еще вот это на двойной двери супер имбовая касселка. В общем, бесячий опер, я его Да. на выше, чем Пашок тир. Но я бы С поставил. Ну я... Из-за Да. пушки отвратительный, просто не знаю. Мне очень не нравится ган у КВР, да. КВР, просто 0. Очень ситуативный оперативник. Я понимаю, как его можно использовать в компетитиве, если твоя команда вся ходит по одному. Я думаю, что такая, возможно, бы была фишка против G2 актуальна. Потому что они все залетают по одному. Если Докоби бан, то да. Со всех сторон. Поэтому, если они где-то тебя пропустят, можно грязюки натворить. Да, по факту. Клаша Б. Клаша Б, потому что есть карты типа Night Heaven Labs, на которой она очень сильная, местами даже незаменимая. В принципе, вообще, клашу, если пикнуть в любой пик, она будет вот тебя раздражать. Потому Да. что ты придешь куда-нибудь пикнуть окно, пикнуть дверь, перед тобой стоит вот эта тоже дверь, которая тебя еще и током замедляет, очень сильно бесит. Да. Года 3 назад я писал в своей записной книжке со стратегиями пикать клашу на 1 раунд. Не, она имеет место быть, да, но не во всех стратегиях, не Да. на всех картах. Очень ситуативная. И это Деймос. герой, который не даст сдачи. Клаша. Первый герой из атаки, которого мы засовываем Деймос в имба. S-тир, потому что очень круто с ним Надо выбивать объяснять роум. Очень крутые у него ганы, что пистолет, что калаш. Очень все круто. Да. В этом плане еще и хаешки есть. То есть, герой буквально идеальный для того, чтобы и соло поиграть, и с командой поиграть. Он просто имбовый. Да. Он просто гиперсильный. Сейчас суперсильный. Его контрит только мод. Особенно, где есть вертикалка, где они дерутся Да. за какой-нибудь нижний либо верхний А это этаж. перестали делать, кстати, вообще вот Да, в этом многие месте. стали отдавать. Из-за того, что хае реворкнули, люди перестали ходить вниз, Да. как-то роумить. И сейчас Деймос, вот как раз-таки вот этот чел, который ходит по низам вместо старых хае. Да. И он, извиняюсь, даже посильнее, чем старые хае. Док, ну тут что сказать. Я думаю, С или Б. Для вообще него очень было бы слабый. место, если бы другие оперативники были бы послабее. Потому Да, что я он просто считаю, сейчас... Он на самом деле сильный оперативник. Типа, если у вас расчет стратегии на то, что вы просто ходите, стреляетесь, и вас не убивают в голову с первой, то это восстановить себе полностью здоровье, это, как по мне, сильно. Но есть просто сильнее гораздо оперативники в защите и полезнее, которые позволяют тебе трикать пропилы, еще что-то, 5-10. Трапы. Для него просто нету места, Да. да. Трапы очень важны, чтобы получать информацию дополнительную по оперативнику. Да у тебя просто такие карты, где у тебя с 5 сторон одновременно пушат. Если ты не берешь трапа, а берешь дока вместо Да. этого, все, ты Но уже... для ранкеда, я думаю, в принципе... Для ранкеда это вообще лучший герой. да, Но подойдет. ему еще колючку бафнули. Да, да. То есть он на самом деле Докоби. сильный. Докоби. Да, очень сильный. Я считаю, S, стир. потому что она, во-первых, не только дает своим звонком информацию по противникам, она еще отключает все камеры. Мне кажется, кстати, это надо убрать. Вот я считаю, она недостойна выключать камеры. Я считаю, она настолько сильная, что выключать камеры — это слишком имбово. Вот ты прикинь, вот идет Докоби кол, у тебя просто чел в защите, задрот, садится инста на камеры и говорит инфу. И ты хотя бы Не, что-то я понимаешь. считаю, что А она так она дает кол, и у тебя ноль Я информации считаю, на карте. что У тебя она только люди может могут отключать услышать. камеры только если, Взломала допустим, взломала их. То есть Да. она нажимает на камеру и нажимает какую-нибудь кнопку типа F, и она на 15 секунд там вырубается. Ну, А, к ну, примеру. допустим, да. И у нее КД есть. То есть там, я не знаю, 20 секунд. Да. То есть под конец вырубить одну маэстро-камеру на инфу, либо bulletproof, ну то есть она не может вырубать все и сразу. Я И считаю, не это вообще ходронов, и полный бред. маэстро, и все. Так фишка в том, то, что вот тебе идет звонок, ты же можешь услышать то, что на карте происходит, только со своих наушников, Ну да, со да. своего героя. Потому что камера выключена. Но тебе, сука, звонят на телефон, и у тебя вибрирует телефон, и ты ни хера не Я слышишь. согласен. А это чудище идет, ползет. А так 100%. если у тебя против тебя еще G2 какие-нибудь, то это 5 чудищ ползет. Просто на 2.40. Ты только ренф поставил, у тебя уже чел просто летит. Я согласен. Лютая имба. Б? Ну, Б, С, вообще Опять же, очень типа, слабый. если у вас стратегия зависит от того, что вы хотите сбивать план, А кок забрали, С вообще на говно. некоторых картах это... Нет, для меня все-таки на некоторых картах это реализуемо, по типу банка, Ну да. каких-то... И если... Вот против нас, мне кажется, их можно вообще всегда пикать, потому что мы На достаточно ПМ. на поздних таймингах заходим. Да. Если у нас не будет инфы по нему, это на самом деле очень сильно может сработать. Где-нибудь чел спрячется, собьет плент, и это выиграет раунд, даже Да. 1 в 5. Поэтому для меня эхо все еще играбелен. Да. Элла вообще useless.
Ган очень плохой, как по мне. Но в некоторых ситуациях можно трапы с прикольные. ганом какие-то лестницы поддержать. Да, опять же, И колючку оперативник, бафнули. может быть, был бы и хороший, если бы не было других супер имбовых. Нету места просто ее куда-то засовывать, тестировать и что-то делать, потому Да. что есть гораздо сильнее. S-тир, я считаю. S-тир Фенрир. Так он перебафанный вообще сейчас Вот даже то, что его сейчас пофиксили, у него сейчас не 3 трапа активные, а 2 и так далее, все равно слишком сильный, дает, опять же, много информации, переключать трапы не так уж и сложно, если ты не... Это вообще не сложно. Если ты не балбес. Да. Все это и в роуме себе трапы покидать, и в сайте трапы покидать. Да, и всё прикол равно в том, что такой ты же сильный. можешь покидать в роуме и вернуться в сайт, включить в сайту 2 трапа. Да, и тебе И их это- еще сломают, у тебя еще Не, и а раньше ты не мог актива- даже пороумить. Да. Если тебе в роуме ломали какой-нибудь твичой вот эти трапы, ты... Всё, у тебя минус трапы. Да, ты не мог активировать потом. А сейчас ты можешь и там, и тут, Да, и, короче, да, везде подушить, Финка. подоставать. Б. Даже... Я не знаю, у Финки просто отвратительный ган. Они в говно занерфили спир, а пулеметы неиграбельны в этом патче. Ну, на самом деле, Финку я давно не видел каких-то пиков. Ну их только полезных. G2 пикает. Только Да. G2 пикает, чтобы Не, просто ворваться. куда-то. Единственное, что, да, полезно, то, что она отфлешивает тебя, если ты пушишь какой-нибудь ингу, Ну, и еще хилит что-то. чуть-чуть. Хилит, когда получил дамаг. Да, ну то есть, на самом деле, такое. Она может вылечить 60 хп всей тиме, все, это как будто единственное преимущество. Флорес, вот если бы у нее был хил побольше, Да. допустим, 40 единиц, 45, 50, вот тогда бы это было уже... Но это уже была бы имбулечка. Ну, сильно. Ну, сделайте ей 2 хила на Не 50. знаю, я бы просто ей 2 хила ган, на 50. я бы вернул 2 ей хила на ган. 50. Не, я бы сделал хил максимум 25 хп, а в первую очередь я бы вернул ей пушку, потому что у нее слишком слабый ган. Ну, возможно. Да, Для меня 100%. Флорес это А. Флорес это А или С, суперсильный, без запросов. Ну, БС, я думаю, он все равно не дотягивает, потому что слишком много он теряет мобильности. Вот пока ты на крышу зайдешь, там постоишь 1,5 минуты, поломаешь девайсы, то есть тебе нужно, ну, прям Но он подготовиться для к компетитива атаке, так он сказать. для меня варьируется А-С для компетитива. Для ранкеда он вообще не Да, не для играбельный. ранкеда не играбельный. Он не нужен. Ну, типа, Потому что вот в ранкеде, Там пока не ты кидаешь используют, 5 дронов да. или сколько их, уже у тебя твоя вся команда играет. лицом в пол лежит. Согласен. В компетитиве он сильный. Фрост ситуативная для меня Б. Опять же, если твоя Фрост не команда изменилась. соперников слишком много фаст-пушит, агрессивных действий каких-то воспринимает, пушит сайт, либо выбивает ром агрессивно, ты кладешь фрострапы эти под окна, под двери в какие-то неожиданные углы, и, возможно, заработаешь Да, свой может идики. работает. Она теперь хуже, то, что можешь с фрострап подняться. Плюс, как по мне, хорошая пушка без задачи, окок. Да, пушку. Да. Фуз, что? Да, слабый. С, Ну, Д. Д, С вообще слабый. Ну, последний раз, что я помню, где его использовали, это было Шалески, наверное, вот эту вертикалку делали на мейн. Да. И на банке иногда его берут, чтобы в open area закидать какие-то позиции. Ну, то есть очень-очень ситуативный герой, Он его никто не Супер берет. слабая лично. билка. Да. Ты ставишь пока на окно этот чардж, тебя слышно на всю мапу, потом этот чардж 3 года раскрывается, Могут его фишкой можно... взорвать, можно Нет, отстрелить. этот чардж можно отстрелить, даже сквозь ренф, когда он Да. ставится. То есть, ну, в этом очень мало смысла. Супер слабая Глаз. билка. Ситуативный, Б, под Ну, фастпуш, опять же, допустим, если вы что-то... Я бы С поставил. Не, для Он- меня вот все ситуативное. Во-первых, Так он нет, ситуативный, но ниже. если так порассудить, то герой имба. Единственная контра ему — это Варден. Если Варден мертв, либо Варден далеко, ты заходишь под смоки, плентишь, ничего тебе не сделает. Ну, то есть, по факту, если именно для фастпуша его расценивать, то герой сильный, очень сильный. Тем более, вспомню сам, как если ты слышишь смоки и слышишь хотя бы один выстрел глаза, Ну, страшно. ну, очко очень сильно Ну, пикает. страшно, Если да. ты не Варден, то распикать вот это вот, даже если плентят, даже если кинуть сишку, ну, стрёмно, просто страшно. Поэтому, чисто для запуга даже, в Б поставлю. Ну да, под какой-то фастплейн. Гоя для меня А, очень много времени тратит. Ну, А-Б для компетитива. Ну, да. Для ранкеда вообще хоть в каждый пик. По-моему, это лютая имба в ранкеде. Ты ставишь, хоть на баррикады ты ставишь эту Ну, как херню. будто в ранке не так полезно, потому что гораздо быстрее все делают, раунды не заканчиваются на 30 Да, так я секунде. поэтому и говорю, ты его просто ставишь на баррикады и идешь своими делами Ну, заниматься. У тебя 2 пищалки, 2 импакта. возможно. Просто идешь роумить, троллить с окогом, веселиться. Вообще супер вайп. То есть очень много тратит времени в атаке, тебе нужна какая-то твича, чтобы эти трапы сломать, либо хаешкой Да. кидать, Ты для этого должен нужна коммуникация. Уже на препе думать о том, Да, что да, тебе да. надо сломать эти трапы. Если, ну, вот в вы, компетитиве, если да. вы Гоя именно не задронили, то и не взяли против него что-то. то вы можете фришный раунд 5 в 3, потому что вы не сломали канистры Да. важнейшие. Потому что Очень не подумали об этом 3 минуты назад до раунда, вы не подумали об этом, вы забыли. Гридлок, ну, Б.
Просто контролит фланги, хороший ган, Да. есть хаешки, есть дробовик. То есть в целом и противник неплохой, но опять же ситуативно используется там, где не хватает людей, чтобы контролить карту. Это На какие-нибудь в кафе, основном, да. где 3 лестницы, то есть где есть для нее место на каких картах, пик впихнуть. В принципе, такой Б, Просто сбалансированный, простой оперативник. Грим Без- С. Очень много, опять же, Стильный. как и Капитау дает зонинга, отводит другую команду от позиций. Единственная контра — это мут. Раньше... Виджил еще. Ну, такой виджил Ну вообще да. никогда не берут практически. Настолько его не берут, что вот даже... Да, настолько мы не частая помним, вещь. да. Да. Есть гораздо полезнее противники, чем виджил. Грим отгоняет команду соперников, чтобы те не прокинули сишки. Знаешь, что я какие- скажу? Мы рассказали подробно о гриме в гайде на грима. В описании туда ныряем, изучаем. Ныряем. Хибана Ну, С. мы говорили, по-моему. Ну вот все я, бричеры ва. я так подумал. Вот я не знаю, почему ты говоришь, что пушка у Хибана Говно вообще. Так я и на ней Я- играю. Ты на ней играешь? Я играю на ней в ранкеде. Так играл. это, ну, просто сказка. когда песня. ты Единственное, заходишь- чего не хватает, патронов. Когда ты Остальное- заходишь, да, почилить, то это одно. Ну, Просто- возможно, ладно. Давайте прислушаемся к человеку, который все-таки на Хибане играет Так не, чаще. я просто не люблю ее ган, потому что его трясет из стороны в сторону, когда ты начинаешь Не знаю, на стрелять. койке, когда играешь, не так. Нет, там просто надо вцепиться конкретно в рекойл, чтобы Нет, это согласен, все нивелировать. привыкнуть надо, но пусть будет ва, это опять же... Просто есть ганы, вот где ты вообще, как по-русски, без усилий. Effortlessly. Без усилий. Ты берешь просто эйса с ококом, как пиво галимое. Просто воешь я вот, мышкой. кстати, я по своему ощущению скажу, что мне на ИСе сложнее стрелять, чем на Хибане. Не знаю почему. Я играл, Не знаю. пробовал. Ну, возможно, Просто сейчас что-то поменяли. я Эйс не настолько играл. строгий, у него, во-первых, 30 пуль, на хибане ты так не можешь. Ты можешь просто 30 пуль зажать в точку, потому что у тебя нормальный рекойл, никак на хибане тебя не воет. И просто запрефать насмерть. Я 1000 раз так убивал. Вот на шале вот этом распиле, когда ты в подвал идешь плентить, просто встаешь, там префаешь как идиот просто, и все работает. Но хибана сильная. Я на С, пушка осталась такая Слабая. же хорошая, но Я на- убрали ей флешки, добавили что там, смоки, какую-то фигню. Смоки МП, Да, дали. то есть- Но это убило просто героя. Раньше у тебя была Яна, которая может кинуть 3 флешки гансикс, сломать щит соло, или под флешки делать какие-то плеи агрессивные, прям на пофиг. Плюс- Сейчас у тебя нет такого утилити, ты все, что можешь полезного делать, это кидать скан и стрелять. Полная, как по мне, ну, вообще несуразица, не сбалансирована Ну, абсолютно. раньше все ее брали, потому что, Потому что у нее были флешки. ну да, Ну, короче, И гансикс. странно. Гансикс у нее сейчас есть? Есть. Не по-моему, есть, да. Но она не может IQ. Для прокидывать. меня со временем IQ, по-моему, тир вообще 100%. я бы вообще даже в S. Ну, S или А, да, Потому- очень сильно. Вот для меня со временем IQ стала S-тир, потому что, во-первых, это единственный оперативник, который контролирует Информацию. контрит инфу всякую, валькины, камеры и так далее. Да, ты можешь бравой поискать на дронах, но Тяжело. IQ — это 100% Находка. вероятность того, Да. что ты найдешь все девайсы из информации. Да. Абсолютно. И это очень сильно, как по мне. Ты можешь также засканить какого-то пульса, солис, виджила, то есть таких... Сишку. Да, короче, очень полезный оперативник, Да. но опять же для него не всегда хватает места, потому что иногда нужно очень много вертикалки, очень много бричей, чего-то. Как по мне, у нее Короче, еще просто Ган один очень- из лучших, да, один да. из лучших в атаке вообще. Еще и Если хаишки вернули. Хае слабые, но все равно. Да, типа, все равно сломать что-то. Она и так далее. 3 скорости, супер ган, супер полезная билка. Единственное, вот минус на IQ, то, что ты не всегда реализуешь обилку, потому что тебе иногда надо как энтри сыграть. Да, согласен. Шакальчик это для меня стал С после добавления Деймоса. То есть раньше я бы сказал, что он был БА, ближе к такому. Ну, он был потому что- единственный. Да, он был единственный тот, кто какие-то следы там сканет, вычисляет, где ром. Сейчас появился Ну, ган Деймос, слабее. который гораздо сильнее, у него Вот- ган вот лучше. Вспомни, как у Шакала раньше пушка Да, стреляла. у него раньше и 5 сканов вроде было. У него Я там не вообще знаю, что-то... он просто... Я раньше, когда на Шакале бегал в 19-20 году, он был просто вообще Он какой-то просто реально пушкой. У него там было и вот этот микропулемет на 50 патронов, который потом Да. ему порезали дальность или что-то сделали, у него урона как будто 0 стало. И пушка основная была лучше, и сейчас у него 26 патронов. То есть Да. в целом как-то его нерфили. Да даже не- Теперь там- добавили Деймоса, и он как будто его затмил очень насмерть. сильно. Да, насмерть. У Я Деймоса играю. и Хае, и все на свете. Ягер, Б. Ну, Б, С, слабый. Э, Он слишком... Он не слабый. Мне нравится У его него пушка, мне отвратительный нравится, ган. в принципе, его Мне вообще девайс. нравится его ган. Мне очень нравится. Очень много урона, очень крутой ган.
Единственное, с реколом иногда бывает приколы. Вот мне фишка, да, в том, что у него рекойл просто нестабильный. Да, нестабильный, неконтролируемый иногда. И когда вот есть такие герои, как Лижен или Орикс. Нет, это, слушай, но Лижен не выполняет роль Ягера. Я понимаю. Я, знаешь, в тирлистах сравниваю такое. Если бы не Ягер, то Вамай. И вот ты их между Вамай собой все равно сравниваешь. лучше пушка. Вот я поэтому и говорю, что Вамай скорее А Ягер Б, потому что их замен нету. То есть слишком эксклюзивные оперативники. Эксклюзив. Да. Которые защищают тебя от гранатов, Ну, прокида, от чего-то. Я вообще не люблю Ягера, слишком ему понерфили ган. Каид. Я думаю, что даже С, потому что если бандит это А, то Каид это С, по моему мнению, потому что сложнее найти его девайсы. То есть бандит всегда ясно, что перед пропилом, всегда ясно, как его затрикать. Смотри, я тебе рассказываю. Вот бандит С, когда Тэтчер бан, и Маврик бан. Ну, слушай, это уже если, это уже... Ну, я к тому, что вот когда... Ладно, вот условно даже Тэтчер опен, бандит все равно сильный. Да. А Каид при Тэтчере вообще сразу улетает. В этом фишка. Ну, как будто при Тэтчере, если ты не... Что, ты думаешь, все-таки при Тэтчере можно там что-то трикнуть? Вот тройку на клубе 3 раза кинете, ЕМП-чел, вот что ты там трикнешь Каидом? Ты просто не в один... Ты бандитом не... Бандитом ты можешь хотя бы 1-2 зацепить. Ну, одну... 1-2, в этом фишка. А на Каиде ты 0 сделаешь четко, потому что тебе кинут 3 ЕМП. Хорошо, меняем. Но нет, я бы не менял, я бы просто Ва его поставил. Ну, давай. Ну, они типа одинаковые просто. Поставлю герои. в С, а не в Д. Только из-за того, что она может заменить Ашу, когда Аша в бане, а Мира против тебя в пике. Я только бы из-за в этого. Д ставил. Нет, Слишком слабо. неиграбельно, снайперка не ваншотает, в руки не ваншотает, ноги не ваншотает. Если против тебя чел выйдет, ты попадешь в какой-нибудь шкаф, через шкаф в него опять не ваншот. Короче, А тебя сразу у за это тебя убьют один первый. выстрел. Да, а тебя за это с первой увольняют. Да, а в тебя за это высадят рожок из 20 пуль, ты отправишься отдыхать. Ну, точно Капкан не Д. Б. Ну, БА, я бы даже сказал, очень иногда непредсказуемый, особенно если ты его не задронил. в ранке это вообще S-тир. Да, в ранкеде очень сильный. В компетитиве БА, если ты не задронил. Кто, как не я, знает, как это взрываться на капканах. Я могу вам поведать, что это очень печально. Это вайп. Да, это минус вайбе. Особенно, когда ты как в каком-нибудь преимуществе 5 в 3, у тебя очень мало времени остается, вы темп нагоняете, и у вас один взорвался, второй взорвался, хотя вы знали про капкана, просто у вас не было времени уже дочекивать все углы. Лижен S, очень сильная пушка, очень сильные трапы, под окна накидать куда-то в углы дверей, особенно если против тебя монтажник, еще что-то. Просто для информации, очень сильный, очень крутая пушка, шотган, очень круто все. Да. Леон Б. Да. Хаеда БЛ. Скан под фастпуш. Обычно используется либо чтобы роумер Ладно, я рассказываю. Короче, мета-фишка. Берешь Деймоса, инста, и берешь Леона, там, условно, при условии, если у тебя там заспотан один герой из 5, ты берешь Леона на 3.00, ровно заспаунился, даешь скан, и у тебя из-за того, что чел пробежался просто, заспотился от Леон скана, он спотается сверху, то есть как герой. И Деймос тогда может сканить этого оперативника. Да. Вот в этом фишка Леона. Чисто в паре с Деймосом очень круто работает. Да. А так в целом ромеры себя будут чувствовать немножко некомфортнее, но в целом... Ну, Леона офигенные ганы, типа Хае, он норм, классно. Маэстро С. Как будто очень ситуативный, пикается очень редко. Просто мета тир-2 или... Он бы работал как Денай, я считаю, если бы у него было чуть побольше урона. Вот у него сколько? 5? Да, говорю, он играется только когда вот тебе, когда на праке тебе против тебя тир-10, тир-2 команда банит Браву и пикает Маэстро. Вот только тогда он играет. Вот если в бане Браво, то... Но кто банит Браву? В атаке в целом мало ютилити, чтобы это все сломать. Или его не останется, этого утилити. Так он слабый, да. Маверик, что, как и все пропилы. Маверик S, я считаю. Ну, вообще да. Потому что он единственный, кто бьет ток. Опять он из-за того, что против тока работает, против бандита, против Каида, против мута, все что угодно ты можешь спилить. Да. Хорошие ганы. Да. Все круто. Флешки. Милуси. Ну, Б-ля. Я считаю, что... Ну, Б, но ближе к А, я считаю. Б ближе к А. Контрит ее только Браво, именно прям жестко. Если в бане какой-нибудь Фенрир или что-то, какой-то траппер в бане, то она как замена выступает очень хорошо. Показывает себя отлично, дает много информации. Опять же, хороший ган. То, что 3 защиты у нее брони, это вообще... Да. Она, я считаю, что более такой активный перс, потому что она траппер, она должна... Она ставит трап и идет дерется. Она должна, да, поставить свои трапы и пойти куда-то драться. А так она заложник своей ситуации, она должна ближе играть к сайту, более 7 такой.
Для меня Мира Мира S. S. Очень Единственное, часто ее контра банят, очень в многих картах полезно, очень с ней приятно играть. Стоишь Против за неё окошками, неприятно распикиваешь, играть. против нее очень неприятно Да. играть. Особенно если Аша у тебя умерла, когда Аша Или единственная Твича там может что-то сломать не окна. сломала. Да, контра это Твич, Аша, Кали. Не все не засунешь в один пик, у тебя будет один опер, убьешь его, фри раунд. Монтажник S, очень много команд стали с ним играть, особенно в этом Баф патче. хитовиков. Когда типа понерфили щитовиков, хотя их супер забафали, теперь у тебя щитовик откидывает тебя вообще на без 10 шансов его километров. как-то в упор переиграть. Монтажник теперь может бежать на тебя так же, как блиц и резать, только без флешки. По ногам его не пробьешь. АС однозначно. Мози Б. С. Вообще херня полная. Ну, как бы- Супер слабый. Он нигде не вписывается. У тебя в защите, ты сам, может, еще раз сказал, то, что у тебя пик четко расписан. Трапы, там какой-то дина, еще Не, какая-нибудь параша. это согласен. ну, Просто Мози окей, вообще окей. не Ну, вписывается. для меня это просто герой, полезно которого... то, что... Я говорю, ты этого героя берешь на официалке, когда, парни, меня что-то дронит. Ну да, Возьму да. Мози, Именно всё. полезно, типа, поубивать дронов, потому что Соль сейчас стала слабее, но Мози все равно никто не пикает вместо этого. Да? Соль реже стали брать. Да, Соль тоже. Мут А. Да. Сишка, хороший шотган, Узишка, типа, очень Сбалансированный, очень нормальный герой. сбалансированный противник, которого давно, причем уже не нерфили, трогают, никак не фиксили. Ну, Только попали. радиус мутки там. Да, это по-моему. давно Ну было. да, давно Он неправда, уже так скажем. супер... Да. Он просто нормальный. Очень сбалансированный противник. Как и Смок. Очень Нок круто. Д, просто из-за того, что, опять же, нету для нее никаких мест. Плюс ей там У понерфили. нее ган хуже, Да. у нее хаетер вообще не работают через пол. Хотя вот раньше вот в чем фишка была. Берешь ног, заползаешь на кафе через низ, ползешь, взрываешь лаунж там. Или еще какие-нибудь 1000 карт можно придумать. Единственное Сейчас ты просто тебе ползать ей не вылью. это заплатить в какой-нибудь гараж на банке. Вот что Да. сразу первое приходит в голову. Остальное, она бесполезна, есть гораздо полезнее противники, поэтому... Она просто Как-то так. не валуй, не вылью. Ну, вот для меня А, опять же, А или Б, да. сильнее, Б чем- ближе к А или А просто. сильнее, чем Гридлок для меня, потому что у нее лучше ган, лучше обилка, флешки есть. И она вообще как Яна, только сильнее. Если вы любите Да. играть на Яне, попробуйте играть на Нома. Где еще рукоятку очень дали круто. тоже. Орикс. Как будто бы Б, тупо из-за гана. Опять же, очень редко используется, Просто потому что на есть определенные полезнее- сайты. Да, есть полезнее оперативники, очень редко пикается. Если у вас есть какая-то задумка, допустим, сыграть под пульса, засканить какую-то зону, вылезти в люк, фланкануть, что-то сделать агрессивное, то да, хорошая задумка, а так в целом просто хорошая пушка и все. Для меня оса — это А, потому что очень много можно, как по мне, разыгрывать с ней плентов, каких-то агрессивных Б. щитов ставить и так далее. Ну, я тут инициативу на себя Да, ради возьму, бога. поставлю ее в А, Я не потому что переживаю. не всегда у тебя есть импакт или C4, чтобы сломать ее щит. Вот в моем понимании всегда вот у противника. У тебя нет. Когда против тебя оса, у тебя ничего нет. Когда ты ставишь щит на осе, у тебя инста в лицо летит импакт. Просто миллисекунда Даже проходит. вспомнить, как мы на кафе разыгрывали Снейпленд, очень редко ломают щит. Не, ну там вообще типы даже бортики не ломали. Там... Ну, я говорю про то, что оса полезный, на самом деле, оперативник, можно подумать головой, как Да. с ней работать. Супер такая... Тоже ситуативно, на Ее самом деле, супер но... сложно реализовать, это прям надо быть Ладно, умным окей. скиллом-челом. Б. Давай Б. Пофиг вообще. Пульс. Ну, я бы Б тоже. Тоже Б, ситуативный, не на всех картах пикается. Он полезен Э, на 2-3 точках в компете за все карты. Консульство, подвал. Ну, консульство, подвал. 2 консульства, подвал. Вот я бы просто на можно. кафе, на самом деле, его больше использовал на библе. На кафе, да, ну, черт его знает. Черт его знает. Я клянусь, я не могу вспомнить короче, точки, где он прям тоже жестко полезный, кроме консульства. Ситуативный опер, который используется для сбора информации, когда люди плентят, либо когда люди встают в Когда в карту люди тупых заходят. каких-то позициях, забывают, Не, что самый есть умный- пульс, либо не дронят и взрываются на сишках. Самый умный это лайкфак на пульсе, потому что я помнил, что делал такую суету наводил на NetHeaven Labs. Ну ладно, тогда еще люди не были так развиты, как сейчас на NetHeaven Labs. Сейчас, чтобы вы понимали, на NetHeaven все заходят там в подвал, там что-то дронят, ищут роумера всегда, вот когда деф серваков. А раньше этого не было. Лайкфак просто брал пульса, стола вообще супер один, уходил в подвал, из подвала взрывал там первые этажи на пульсе. Это, просто духомор.
рэм А, опять же, вертикалка, которая делается очень быстро, тебя не обременяет никак по времени, то есть если на баке SLG ты должен там делать какие-то дырки, И самая сейвовая вертикалка. что-то смотреть куда-то своим лицом, не взорваться на сишках, то рэм — это самая сейвовая вертикалка. Ты просто кинул дрона, активировал его, пошел смотреть себе фланги какие-то, либо заниматься своими делами, помогать команде, то есть, ну, никак тебя... Не обременяет. Да, и не заботит тот дрон, который ты кинул. Рук Д. Д. Раньше был полезен, хотя бы минимально, когда были хаешки, которые тебя убивают. Сейчас просто абсолютно бесполезно оперативно. Ну, Добавляет 20 20 хп хп. Да. Очень круто, в скобочках нет. В скобочках баланс. И фигня полная для меня. Даже если хотите пикнуть рука, лучше пикнуть дока, как по мне. Да. Дока колючка даже есть. Да, вообще, точно. С. Ситуативный оперативник, который, опять же, чисто пикается для того, чтобы навести суету. Какие-то стенки, смоки. Единственное применение, которое я помню, это как против нас поставили на клубе, когда Да не, его на против лане нас мы много драли. ничего вообще не слышали, когда поставили на музыке. Поэтому, Ну, короче, такое. Рекрут это, Б, как по Б. мне, Я считаю, Б вообще строго. Как по мне, потому что и что в атаке, что в защите, ты можешь любую свою дырку в каком-то пике заткнуть рекрутом. То есть, если тебе нужны в атаке хаешки, либо какие-то хаешки и флешки, ты пикаешь рекрута. Если тебе нужны в Ну, ладно, защите согласен. колючка, пищалки для информации, ты Да, пикаешь да, рекрута. согласен. То есть, он Он очень затыкает много такую стапа делает. большую часть тебе нужных ютилити. Да. Сплэш Б. по сравнению с рэм и баком упал И он пониже даже на не уровень. ситуативен. Он в Б не потому, что он ситуативный, а просто потому, Да. что он хуже, чем Рэм или Бак. Он хуже, да, у него получше пушка, чем у Рэма Бака, но в целом, как оперативник, Не он, согласен с этим. Для меня пушка вот мне Сладжа одна кажется- из лучших в игре, она без отдачи вообще. Ну, мне Концепт кажется, из трех вот названных у Бака самый лучший, мне М. кажется. Ну, я так считаю. Отдача сложнее гораздо. Смог для меня... А или С. Для меня S, потому что не так много, на самом деле, оперативников с денаем. Ну, он лучший просто. Да, Тачанка не, вот смотри, не доработан. если мут сбалансированный, Да. то смог такой же сбалансировать, только он с денаем. То есть, если у мута есть сишка, которая может один раз денать, то смог денает всю жизнь. 30 секунд он тебе может дать спокойно, и ты на этом можешь выиграть раунд спокойно, затащить. Да. Так да. что для меня Это S база. это Это база. вот именно базовый противник на очень многих картах, которого не боятся пикать. Для меня соль стала Б. Раньше была в S, спокойно можно было бегать, ломать дронов. Сейчас ты, во-первых, не можешь использовать обилку на препфазе, что тебе не позволяет ломать дронов. Я думаю, А. Не, Б. Ну, она динает плент снизу. Единственный герой Очень плохо. по динает. импульсу. Один раз у тебя А, закончилась нет же обилка, импактов. Нет же и импактов. импактов нет. Забей. Да, типа Мерзко. очень Это герой чисто хорошо, для как по ликфак. мне, занерфили его. То есть он все равно остается пикабельным на некоторых точках, но стал более Я сбалансированным. говорю, в Европе на нем играет только лайков. Еще один рекрут, пихаем туда же. Это, Одинаковые рекруты. да, тачанка Д. Полное говно. Да, очень слабый. Во-первых, тебя могут, если смог, может кинуть, допустим, свою ютилку и дальше пикать, стреляться, что-то делать, то тачанка должен с этим приспособлением стоять и Да стрелять, просто- стрелять. Короче, Просто даже слов сделайте, не надо. рассказываю. Нет, слов Ubisoft. не надо. Нет, я кричу. Просто сделайте подствольный гранатомет, Да, как это- у Бака. это, Переключать, чтобы на четверочку ты жмешь, переключаешь, и у тебя герой вкидывает гранатомет, стреляет и вскидывает ган, достает прицел, И ему стрелять как будто начинает. нужен гораздо больше вот этот Радиус перезарядку. молика. Нет, уменьшить перезарядку, Да, потому что тоже. пока он там... И радиус молика, я считаю, надо увеличивать. Ну не, Вот радиус кто-то это хотя уже бы может быть сделать, забалансить, надо другое. вот дальше дергать. Тэтчер. Для меня С-тир, сильный герой. S, очень сильный герой. Если пикаются против тебя Ток, Бандит, Каита, Тэтчер открыт, ты можешь без Маврика заменить Маврика на Тэтчера и играть с пропилом. То есть более комфортнее открывать стенки, термитом, еще чем-то. То есть термит А, как и все пропилы, очень полезный, открывает самый комфортный, как по мне, пропил для того, кто играет на пропиле, поскольку очень много... У тебя не будет каких-то там... Черкашей. Пропиле черкашей, как мы это называем, да. То есть будет очень приятная открытая стенка. Да, иногда багается, но что, не без этого, радуга. Я считаю, Седьмой Торн год или Б какой? аргументирую. Торн Б. Мы играли Парак, и фишка была в том, задумка, то, что Торн в соло контрит 5 направлений. 3 трапы, 2 колючки. Ну, не контрит, а информация появляется по 5 направлениям. Ты все это Почему раскидал, тогда в Б, а не в А? так, она была бы в С. Вот без вот этой логики, без новой колючки, А в что, первую плохая очередь. пушка?
Ну, пушка-то отличная, просто, Ну, я говорю, отличные, 5 направлений закрывает, почему не... но она не закрывает, она дает информацию. Ну, Но это другое. Если бы она прям, ну, я не знаю, вот Ну. она, по сути, закрывает 2 колючками Не, я просто не направления. играл, А только трапы у это. нее слабые все равно. Но они, типа, намного слабее, чем Фендир, Мелузи и так далее. Но пушка слова нужны. Thunderbird. Ребаланс, Опять, реворк. просто реворк. некуда впихнуть. Просто Очень в клетку, много, гораздо на сильнее. реворк героя. Я не знаю, почему так сложно. Много гораздо сильнее противника, чем она. Да, хил круто, конечно, но... Нет. Я считаю, Туморок Браво, да. в связке с Каидом очень много может сделать полезного всего. Особенно если твои враги играют медленно. Туборгом ты можешь их еще сильнее замедлить Да. и выиграть просто на этом раунде, потому что тебе стенки не распилят. Твича. Как и Браво, я считаю, Б. Опять же, поломать какие-то девайсы. Но я бы ДМР-ки. сказал B to A, потому что... ДМР-ка? Нет. Потому что она бесконечный лазер имеет. А Браво всего 6 зарядов. Ну, 3 по 3. Нет. я Короче, не твичка согласен. B to A ближе. Не согласен. До 100%. Короче, поиграйте сами, определите, что вам лучше. Не, Браво, Твич. Твич 100%. Кайфуйте. Валька Эстир. Валька. Ну, Стир. вообще, да, ладно, С. Очень, Не впихивается IQ в мете. да, как мы Но обсуждали. сейчас уже намного больше стали брать IQ. В общем, Но из-за того, что она просто не впихивается, а чтобы взломать камеры, Докуби хотя бы килл какой-то должна дать. во-первых, Короче, Валька сильная все равно. Она из патча в патч не слабеет. хочу сказать, что ее очень давно не фиксили после того, как вот камеры на улицу нельзя Я выкидывать. считаю, Она была ее тогда больше не надо вообще нерфить. овер S-тир. Да. Сейчас она является оперативником, у которого самые маленькие камеры, грубо говоря, для информации. Да. То есть их сложнее всего найти по сравнению там, с Маэстро, еще с Они кем-то. самые Bulletproof. изобретательные. Да, ты можешь их кинуть куда угодно, на какой угодно карте, ты можешь придумать очень много спотов для того, чтобы круто давать информацию своей команде, и ты можешь делать под нее какие-то соло-мувы, либо с командой искать, посадите камеру, я выбегу, Ну, или это еще самое что-то сделаю. базовое. То есть очень много векторов, ты можешь с ней играть и агрессивнее, если раскинешь камеры вокруг планта, либо в роуме, либо пассивнее в сайте. Короче, очень-очень полезно. Когда у тебя есть Валька, ты можешь умереть в защите и с камер дать И быть столько еще информации- полезнее, чем да, живым. столько дать информации, чтобы выиграть раунд. Vigil C, наверное. Ну да, С. Он- Очень редко пикаются, по сути, Ну, С to B ближе. да, C to B, потому только из-за того, что есть всякие Деймосы, Леоны, Виджел хотя бы хоть как-то от этого всего спасается, можно в соло что-то поделать и убежать. Вамай А-тир. потому что Ягеров Б, Вамай все-таки чуть-чуть получше, он ситуативнее, ты можешь во время раунда определить, какой Ну, вектор ган атаки лучше. будет. То есть, Револьвер. да. Он сильнее. Янга S, если она открыта, то не все ее пикают, не все с ней играют, но единственная контра, опять же, как и против смоков, это Варден, который против флешек работает. Очень сильный оперативник, особенно если под пуш, ты закидал кандел, запушил сайт, все слепые, вы ставите, все круто. Очень сильный оперативник. Да. Только благодаря своей обилке. Не супер сильный ган, ничего, просто очень сильная оверпауэр обилка. Варден тоже S, потому что... Без слов как будто. Опять же, он единственный, кто контрит всякую янгу, смоки, фастпленты, взрывы. Щит, фишка. Очень хороший ган, сишка, щит, да. Типа, Мне кажется, супер. Варден никогда, кстати, из меты не выйдет. Да, пока есть такие канцер-оперативники, как... Как консервные оперативники. И либо пока не добавят какого-то Альтернативу. альтернативного героя. Ну, вряд ли. Зер C. Ты всегда пытаешься продвинуть Нет, Зеро на тир выше. на самом деле, я просто думаю, что... Ты всегда это говоришь. Да. Он не в мете в Европе. Потому Да. что на самом деле в Бразилии и в Америке его юзают. И зачастую я вижу, что его используют вместо гридлок, вместо намат. То вот есть так? как определить, что фланг смотрится, если там наматка, ты это слышишь, правильно? Если там гридлочка, ты ее отстрелил, пошел. А зерокамеру Если ты у можешь тебя не увидеть. мертвый чел, ты можешь куда-нибудь заприплейсить так зерокамеру, что человек даже не поймет, что знают его фланги. Там и в Бразилии, и в Америке используют это больше. Поэтому я думаю, что в Европе все-таки просто немножко другой... шарят. Другая Другой мета. геймстайл, Да. У нас В- предпочитают лицом фланг да. смотреть. Зофия А-тир, я считаю. Зофия А. Ну, А, ну, чуть в Б Ну, падает. слушай, Она просто если слабее. Аша ва, то и Зофия ва, в принципе, они имеют идентичные билки. У Зофии чуть похуже ган, я считаю, но в целом такая же Ну, играбельная. Плюс на есть самом деле, оглушающие, которые могут прокинуть в Они майки. очень хорошие. Соги. Ладно, лайфхак. Как там работает? Ты Ну, он выбиваешь включает- его из очков. Да. Короче, Варден, когда включает очки,
ты его Зофия чарджем, Зофия станом можешь выбить из очков, и они у него выключатся. Да. Насколько я помню. Ну, секунды на 3-4, пока они выключатся, пока стан там пройдет, пока он включит, Да. время пройдет, и вы можете под это что-то сделать, поэтому Зофия еще в этом плане полезна. Да, но это не точно. Ну, по-моему, точно. Но мы 100%. проверяли, мы, помню, так делали, и чел Делали, смог не делали. мог стрелять. Он там что-то мешкался. Еще не забывайте, что Вардену можно выключить очки EMP-шками, либо тэтчерками. Да. Очень полезно. Да. Да. Поэтому все. это был наш тир-лист. Да, Спасибо это огромное, наш. что посмотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Мы вас очень всех любим. Пока-пока.